Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasудевая. Сегодня мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, обсуждать Бхагаватам. И сегодня мы обсудим следующий стих, который идет. Это 2 стиха, даже меня попросили разобрать. Хотя по смыслу они немножко отличаются, там 2 разные темы. Вот. Но тем не менее попробуем как-то это все в одну тему сжать и обсудить. Глава называется, 8 глава называется «Молитвы царицы Кунти». И сейчас мы плавно подходим к молитвам царицы Кунти, которые, я думаю, будем разбирать не один день. Вот. И сегодня мы прочтем 7 и 8 стих, обсудим их. Итак, 7 стих, сначала санскрит. Амантря панду путрамшча шашинье дхава самютаха двайпаяна дибхирш випрайх пуджитайх прати пуджитаха. Я сразу прочту перевод. Затем Господь Шри Кришна приготовился к отъезду. После того, как брахманы, возглавляемые Шрилой Вьясадевой, выразили ему свое почтение, он ответил им тем же и пригласил к себе сыновей Панду. Комментарий Его Божественной милости Абхай Чарана Равинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада Ки Джай. Будучи кшатрием, Господь Кришна не должен был принимать почести от брахманов. Но все присутствовавшие там брахманы во главе со Шрилой Вьясадевой знали, что он личность Бога, и выразили ему свое почтение. Господь же обменялся с ними приветствиями только для того, чтобы соблюсти установленные правила, которые гласят, что кшатрий должен беспрекословно повиноваться указаниям брахманов. Хотя Господу Шри Кришне всегда и везде оказывали почтение, которое подобает оказывать Всевышнему, сам Господь никогда не нарушал обычаев, принятых в обществе 4 сословий. Господь умышленно соблюдал эти правила, чтобы другие в дальнейшем следовали Его примеру. И следующий стих, 8 стих. Гантум критматир, Гантум критаматир параман Дваракам радхам астхитаха упалебхе бхидхавантим уттарам бхая вихвалам. Так, санскрит тогда разберем тоже. Гантум только собрался отправиться. Критамантихи решив брахман. Решив. Брахман, о брахман. Дваракам в двараку, радхам в колеснице, астхитаха сидя, упалебхе увидел, абсидхавантим спешащую, утарам утру, бхая вихвалам в страхе. Перевод и комментарии о Божественной милости Абхай Чарнаравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Взойдя на колесницу, чтобы направиться в Двараку, он увидел спешащую к нему испуганную Утару. Комментарий. Все члены семьи Пандавов полностью полагались на защиту Господа, и потому Господь защищал их в любых обстоятельствах. Господь защищает каждого, но о том, кто полностью положился на Него, Он заботится особо. Отец более внимателен к младшему сыну, который во всем зависит от него. Как видите, здесь 2 такие достаточно полноценные темы. Первая тема – это скажем так, не взаимоотношения, а вот некая такая коллизия этикета или коллизия дхармы. С одной стороны, Кришна является кшатрием, но браманы выражают ему почтению, причем не простые браманы. Там говорится, что во главе с Вьясадевой. Вьяса был незыблемым авторитетом того времени,
сыном Парашара Муни, тоже великого духовного авторитета, автора Вишну Пураны. И, собственно говоря, в общем-то, это могло показаться несколько странным, потому что браманы обычно к кшатриям не выражают почтение. Они могут их прославлять. Говорится, что кшатрии, они браманы прославляют кшатриев, великих кшатриев. Те, так сказать, вдохновленные прославлениями своими, потому что у них есть определенный тип эго, они нуждаются вот в прославлении, это источник их вдохновения, поэтому браманы, они очень часто прославляли кшатриев. И кшатрии таким образом давали большие пожертвования, и браманы, в свою очередь, эти пожертвования распределяли также, то есть раздавали, потому что они отреченные, им, собственно говоря, особо-то ничего и не надо. Это как в Рамайне, помните, значит, там описывается, что Господь Рама, считая, что весь мир принадлежит браманам, он раздал им все, фактически, да. Но браманы, будучи по природе отреченными, они вернули эти дары назад. Ну, как бы сказали, ну, правь, вот, да, вот, пожалуйста, от нашего имени. Тем самым, как бы, Рамачандра, он показал, что весь мир принадлежит браманам, и что кшатрии, они всегда, как говорится здесь в комментарии, они всегда, так сказать, подчинялись любому наставлению браманов. И тот же Господь Рамачандра, будучи, в общем, верховной личностью Бога, когда ему нужно было принять какие-то ответственные решения, он звал своего гуру Васиштху. И таким образом кшатри, они всегда были под руководством браманов. И здесь мы видим, что браманы выражают почтение кшатрию. Казалось бы, странная ситуация. Похожая ситуация была в лесу Намишарани, когда Баларама, странствуя в своем паломничестве, он пришел в лес Намишарани, и все мудрецы, собравшиеся там, это были браманы, естественно, да, двиджи, они выразили почтение своим вставанием. И мы знаем, что произошло с тем браманом, который не выразил почтение к кшатрию. Да? Вот он находился на Вьясасане, Рамахаршана Сута, он давал катху, вот, и Баларама убил его. Кстати, Андрей Прабу, сегодня попробуйте сказать нам все-таки, чем он его убил. Это было ваше домашнее задание. Если вы здесь присутствуете, значит, нам потом от вас нужен будет ответ. Все-таки чем он его, вернее, не чем травинкой, понятно, а что он сделал его, каким образом убил, снес он ему голову или нет. Вот у нас так был вопрос такой, возник у преданных. Это очень интересно всегда, вот как Баларама, как Верховная Личность Бога убивает с деталями. Там вот снес он голову, не снес ему голову и так далее. Так или иначе, мы видим, ситуация немножко странная, выбивается из этикета. Но Шрила Прабхупада объясняет, что в те времена Кришна и Баларам, они были как бы для браманов, вернее для великих мудрецов даже, не просто для обычных браманов, может быть, и это не было понятно. Но великие авторитеты, они признали Кришну и Баларама верховной личностью Бога, своим Бхагаваном. Вьясадев, ну, собственно говоря, весь его комментарий на Веданта Сутру, Шримад Бхагаватам, он только об этом, да, и он говорит, что мы, кроме Васудевы, сына Васудевы, мы не будем об этом здесь ничего писать, в этом Шримад Бхагаватам. И вот, и он прославляет Васудеву как верховную личность Бога, и также в Бхагавад-гите он говорит Бхагаван Увача, он не говорит Кришна Увача, Бхагаван Увача. То есть у великих авторитетов, духовных авторитетов того времени было четкое понимание, кто такой Кришна и кто такой Баларама. Поэтому здесь они выразили почтение. И возникает вопрос, если Кришна верховная личность Бога, и все, в общем-то, великие авторитеты подтвердили это, сам Арджуна говорит, раньше я слышал это от Вьясадевы, Аситы, но сейчас ты сам мне говоришь о том, что ты Парам Брахман, самый верховный Брахман, вот, то почему Кришна тогда выразил почтение? И здесь Шрила Прабхупада также объясняет, что он сделал это с одной целью, как мы вот сейчас по вечерам обсуждаем в Бхагавад-гите, как раз стихи 3 главы, где Кришна говорит о том, что во всех 3 мирах нет никаких обязанностей, которым я должен был бы следовать. Но я, тем не менее, исполняю свой долг, дабы дать пример другим, ибо если я
Вот это воскресенье, как раз мы обсуждали, да, если я перестану исполнять свои обязанности, то разрушится, весь мир разрушится, все мироздание разрушится просто. Потому что бы ни делала великая личность, а остальные следуют во всем ее примеру. Какие бы правила ни устанавливала, им будет следовать весь мир. Таким образом, Кришна самолично дает пример, как нужно относиться к браманам. И мы знаем, сам Вишну даже, да, он, как вот Бригу Муни, представитель браманов, когда он ударил его в грудь, пытаясь проверить, кто же является верховной личностью Бога, потому что, по всей видимости, всеми качествами он должен обладать в максимальной степени, в том числе и смирением. И вот Бригу Муни проверял, кто же обладает в высшей степени смирением, сначала выразив непочтение Брахме, потом оскорбив словом Шиву, и каждый из них, в общем-то, очень сильно, так сказать, в сильный гнев приходили. Но Вишну он решил оскорбить действием, и он просто, что называется, с ногой в грудь ударил Вишну. Можете себе представить? Вот такие отношения у преданных, некоторых преданных с Богом. Он ударил ногой в грудь Вишну. Лакшми была поражена очень сильно, и она прокляла Бригу Муни и всех браманов в его лице. Именно поэтому браманы, они такие нищие. То есть они, даже если им что-то жертвуют, они все это раздают. Вот такое проклятие Лакшми. Но Вишну сказал очень с большим непритворным состраданием, он сказал: дорогой мой друг, не все ли в порядке, не ушиб ли ты ногу, все ли хорошо. То есть я могу, в общем-то, даже если вдруг ушиб, я могу помассировать там и так далее. Вот, но это мои уже, так сказать, преувеличения. Но Кришна делает это. Кришна омывает стопы судами браману, и потом эту чаринамриту брызгает себе на голову и царевне. Кришна омывает стопы во время Раджасуи-яги, которую проводил Юдхиштхира, он омывает стопы всем браманам присутствующим. Он делает это. Мы видим, что-то похожее есть в Библии, да, перед тайной вечерей, когда Иисус омыл стопы всем своим апостолам и сказал им: ныне я уже не учитель вам, но друг. Это как бы, да, уже такой выпускной экзамен был. В семинариях, вот насколько я знаю, сейчас в церковных семинариях, там наставники, вот после того, как уже перед выпускным, что называется, да, семинаристов перед выпускным, они делают то же самое, по примеру Иисуса Христа. Какие бы нормы ни устанавливала великая личность, остальные следуют ему. Тем самым, показав положение браманов, Кришна, омыв им стопы, он показал тем самым положение браманов. Браманы или преданные Господа, или те, кто является главой общества, они должны быть уважаемы, почитаемы, и, собственно говоря, так установил сам Верховный Господь. И иногда по своему желанию Верховный Господь может принять, или духовный учитель даже, принять положение равного или даже подчиненного в какой-то момент. Мы знаем, что Шрила Прабхупада, он в первые годы он вообще в очереди стоял в душевую вместе с преданными, готовил, мыл посуду наравне с этим. Вот. Сегодня мы слышали замечательную историю от Махадьюти с вами, как раз по этому же стиху, 1.8.7. Он рассказывал о том, как Шрила Прабхупада однажды во Вриндаване, значит, к нему пришел факир, он предложил, как сказать, такое представление, что ли, entertainment устроить в его комнате для его учеников. Шриле Прабхупаде понравилась очень эта идея, он, так сказать, быстрая информация, тогда не было социальных сетей, но тогда было сарафанное радио, и вот она очень быстро разнеслась, эта информация по всему Вриндавану, по Баларам-мандиру, в основном по преданным ученикам Шрилы Прабхупады. И к вечеру там набилась целая комната преданных, и вот этот факир начал давать представление, и в качестве своего такого ассистента он попросил быть Шрилу Прабхупаду. И это было, знаете, это было немножко для учеников, было видеть немножко странновато, потому что Шрила Прабхупада по собственному желанию был как бы ассистентом. Знаете, обычно, когда фокусники
что-то показывают, им ассистируют, как правило, какие-то такие очень молодые девушки, не очень, может быть, интеллектуально выглядящие. Ну, суть не в этом, суть в том, что это какое-то такое, знаете, вот очень вспомогательное действие. И ученикам Шрилы Прабхупады было неловко даже видеть в таком положении своего духовного учителя, ачарью, основателя международного движения, чистого преданного, Шакти Авешаватара. Вот, то есть это... Но поскольку Шрила Прабхупада сам принял такую роль на себя, то ученики просто смотрели, а Шрила Прабхупада ассистировал, да, там подай то, сделай то и так далее. Да, и он улыбался, он смеялся, и когда факир закончил свои фокусы, там был момент, когда он демонстрировал, как бы дематериализуется, пропадают деньги, ну, там, с подноса или откуда-то просто исчезают. И Шрила Прабхупада сказал, это удивительно просто, как вы хорошо умеете вот все, так сказать, чтобы исчезло. А вы можете сделать так, чтобы исчезло рождение, старость, болезнь и смерть? И факир, он был немножко, так сказать, шокирован таким вопросом и сказал, нет, Свамиджи, я не могу этого сделать. И Прабхупада, улыбаясь, сказал, а я могу. И после этого он начал катху, начал давать лекцию по священным писаниям. Поэтому Шрила Прабхупада, духовные учителя, они могут как бы сойти, даже снизойти на наш уровень. В какой-то момент мы можем очень так немножко по-небратски даже вести с духовным учителем, с духовным наставником. Но в тот момент, когда Шрила Прабхупада принимал положение учителя, то сразу все переключались, конечно же. И, соответственно, понимая положение Кришны, понимая его положение, что он является верховной личностью Бога, браманы во главе с Вьясадевой выразили свое почтение ему. Но в ответ, говорится здесь, пуджитаих пратипуджитаха. Пуджитаих, то есть в ответ на их пуджу, он как бы совершил свою пуджу. Пуджитаха, да, пуджитаих пратипуджитаха. Вот, то есть он совершил свою пуджу, поклонился им, выразил им почтение, и браманы приняли это почтение, потому что в данном случае они понимали, что Кришна действует уже как пример для других, не как верховная личность Бога, а как шатри. То есть это тоже очень такая целая наука, принимать служение от старших. То есть не принимать служение от старших, думая, что ой-ой, как же так, мне вот сейчас мой духовный учитель будет служить, это не позиция ученика на самом деле. И это один из признаков, один из 41, или там некоторые говорят сейчас уже один из 54, я думаю, что на самом деле их гораздо больше, этих признаков гордости. В общем, это один из признаков гордости, не принимать служение от старших. Я помню, как я был на последней Вьяса-пудже своего духовного учителя, и мне посчастливилось, так сказать, выпало такое служение не сразу, постепенно. Я дошел до этого служения постепенно. В какой-то момент преданные старшие ученики Бхактивинода Свами, они, по всей видимости, как-то вот уже поняли, что все-таки я могу это сделать, и они дали мне возможность постирать дхоти духовного учителя. Вот. И там порошки очень жгучие, я стирал без перчаток, и это не русские порошки, там что-то добавляют серьезное очень. И после этого это постиранное дхоти я понес в то место, где проживал Махарадж, Гуру Махарадж, и это где-то минут 15 ходьбы. Было не очень тепло, потому что это был март, конец февраля, начало марта, где-то так. И я думал, вот хорошо бы, если бы кто-то вот поехал по пути и довез меня. Вот. И вдруг я увидел, как навстречу мне едет машина. Машина проехала меня, потом остановилась и сдала назад. За рулем сидела ученица Шрилы Прабхупады, духовная сестра моего духовного учителя. Я знал это, потому что нас прямо вот накануне утром нас познакомили. И она сказала: Прабху, вы идете в институт? Я сказал, да. И она сказала, давайте я вас подвезу. И вот тут как раз вот этот один из признаков гордости проявился, потому что я подумал, ну как же я буду вот эксплуатировать ученицу Шрилы Прабхупады, духовную сестру моего духовного учителя, ну, так сказать, что же она мне будет служить. И тогда не было понимания, что она делает это служение не столько мне, сколько духовному учителю, своему духовному брату.
И в то же самое время, даже видя во мне как бы вайшнава, да, она делает это вайшнава севу и для меня в том числе. Но я воспринял это как служение мне лично, и поэтому отказался. Вот. Она не стала настаивать, проехала дальше, но вот не принимать служение от старших, на самом деле это невежество. Почему? Потому что мы не видим, мы, собственно говоря, что мы можем сделать? Нам кажется, что мы служим духовному учителю, но на самом деле мы не служим духовному учителю. Наше служение настолько несовершенно, что духовный учитель просто принимает от нас те вот слабые потуги, которые мы готовы хоть как-то совершить для того, чтобы удовлетворить гуру. Но на самом деле духовный учитель служит нам. Потому что те обеты, которые мы берем при посвящении, и те обеты, которые негласно ложатся на духовного учителя, это небо и земля. Духовный учитель, принимая нас в свои ученики, он берет ответственность перед Кришной за то, чтобы вернуть нас назад домой к Богу. И до тех пор, пока мы будем валять дурака здесь, в этом материальном мире, из жизни в жизнь духовный учитель будет приходить за нами и будет пытаться нас вывести из этой материальной вселенной назад домой к Богу. Но те обеты, которые мы берем, фактически мы, знаете как, это как все равно, что поститься ради того, чтобы сбросить вес. То есть мы принимаем эти обеты для своего же блага просто, для своего же блага. По большому счету учитель не нуждается в наших обетах. Мы не приносим обеты делать взнос какой-то регулярный, дакшину платить или еще что-то. Мы принимаем обеты, касаемые нас, нашей жизни, духовной жизни и нашего, так сказать, благополучия. Но духовный учитель тем самым принимает очень ответственное служение перед Богом, и поэтому мы в неоплатном долгу перед духовным учителем. Не нужно считать, что мы им служим. Мы принимаем служение, просто мы принимаем неосознанно это служение, задавая вопросы на лекциях, прося наставлений, прося помолиться. Мы тем самым принимаем служение духовного учителя, потому что духовный учитель, он отвечает на наши просьбы. Более того, даже если мы его ни о чем не просим, духовный учитель молится за нас, он ведет нас, принимает ответственность за нас, дает нам наставления. Даже если это не происходит вербально, все равно духовный учитель уже таким образом служит нам. Он разъезжает по миру, посещая в год 30, 40 или даже 50 стран, как Джипатак Свами Махарадж, по крайней мере до болезни. По-моему, сейчас этот график тоже такой достаточно интенсивный. Ничто не может остановить саду. И тем самым духовный учитель, саду, он совершает служение миру, служение нам. И нам не стоит думать, что мы служим духовному учителю. Итак, умение принимать почтение даже от Верховного Господа, да, что уже говорить. Здесь, кстати говоря, тоже интересная вещь. Нам кажется, что мы очень сильно, так сказать, облагодетельствовали Кришну, когда поклоняемся ему на алтаре, кормим, поем его и так далее, и так далее. И считаем, что так сказать, уже какая-то зависимость, Кришна уже как-то зависит от нас и, в общем-то, должен как-то вмешаться во все мои сложности, проблемы, в том числе материальные, решить их и так далее. Иногда есть такое представление. Но на самом деле, принимая от нас это нелепое служение, Кришна оказывает нам великую, так сказать, возможность прогрессировать. Он служит нам таким образом. Иногда нам чего-то хочется, и наше желание исполняется. И нам даже, собственно говоря, не совестно, что сам Кришна нам сейчас исполнил наше желание. Потому что Кришна – исполнитель всех желаний. И например, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, когда однажды ему захотелось манго, это одна из апокрифических таких историй, захотелось манго, но это был не сезон манго. И вдруг его ученики приносят ему манго, сказав, что им дал какой-то маленький мальчик. Он понял, что сам Кришна выполнил его желание. И дабы впредь это было напоминанием ему, Бхактисиддханте Сарасвати Такуру, о том, что он не хотел никогда эксплуатировать Кришну, никогда не принимать служение от Кришны. Он отказался от манго на всю оставшуюся жизнь. Но это апокрифическая история. Мы знаем, есть история каноническая, да, которая утверждает, что он отказался от манго гораздо раньше, в 2 или в 3 года. На самом деле по той же самой причине.
по той же самой причине, что он как бы вкусил то, что не было сначала предложено Кришне. У него уже это было понимание. И дабы таким образом не заставлять Кришну, так сказать, работать на опережение, да, то есть то, что Кришна ради своего преданного, он может вкусить прасад, даже когда он летит, уже падает, ну, то есть приготовили какое-то блюдо, и оно падает просто скажем, из кастрюли или еще что-то, и мы думаем, ах, все осквернено, что же делать? Но Кришна может схватить в этот момент этот прасад. Более того, он может съесть то, что мы еще просто хотим предложить, но еще не предложили. Вот как Кришна ворует масло, например, йогурт, он еще не предложен, не возложен на алтарь, не освященная пища. Но Кришна уже просто берет и ест это все, не дожидаясь, пока ему все это предложат, там, со всеми почестями и так далее. Таков Кришна. И таким образом, сейчас мы вот этот стих сейчас немножко довершим, а потом, если по этому стиху будут также вопросы, можно будет, ну, либо сейчас в чате зафиксировать, либо уже потом лично задать. Вот. Итак, Кришна уезжает, покидает Двараку. Юдхиштхира, он провел 3 Ашваметха-яги, вот, и Кришна уже, так сказать, посчитав это, что уже пора и, так сказать, и честь знать, уже надо отправляться в Двараку, все, война завершена, нужно возвращаться к мирным делам, уже практически был на воротах, да, воротах. И вдруг он увидел, как, ну все увидели, как Уттара, жена Абхиманью, сына Арджуны, увидел испуганную Уттару, говорится, бхая вихалам, в страхе, испуганная Уттара, как она приближается к нему. Здесь говорится, что все члены семьи пандавов полностью полагались на защиту Господа, и потому Господь защищал их в любых обстоятельствах, комментирует Шрила Прабхупада. Господь защищает каждого, но о том, кто полностью положился на него, он заботится особо. Отец более внимателен к младшему сыну, который во всем зависит от него. Здесь Шрила Прабхупада сравнивает с младшим сыном, потому что маленький ребенок, он действительно, он беззащитен. Если старшие дети уже не могут за себя постоять, как бы они уже подросли, они достаточно самостоятельны, то маленький сын, он еще полностью полагается на папу, полностью. И видя эту вот беззащитность, отец, он отдает всего себя этому ребенку, младшему ребенку, как бы, и считается, ну и мой опыт это подтверждает, что младший, в общем-то, по сравнению со старшими получает гораздо меньше, ну, тумаков и всего остального, а может быть даже вообще не получает, поэтому вот такая закономерность есть. И Шрила Прабхупада, будучи отцом как минимум 3 мальчиков, да, он подтверждает это, да, то есть такое сравнение приводит. На самом деле Кришна действительно он защищает всех и каждого, но со своими преданными, с ними особое, к ним он относится по-особенному. Мы знаем, как Кришна защитил своих пастушков, да, друзей-пастушков от лесного пожара. Фактически каждый, кто обращается к Кришне с такой мантрой «Кришна, Кришна, Маха, Бахо», «О Кришна, Кришна, сильнорукий, защити нас», Кришна тут же отвечает на это. И, по сути дела, Маха-мантра, она, в общем-то, в таком же размере звучит. Кришна, Кришна, Маха, Бахо, Кришна, Кришна, Харе, Харе. То есть мы как бы обращаемся к Кришне за защитой, чтобы Кришна защитил нас от майи, от кали, от наших анарт собственных, от иллюзий, от искушения, от гнева, от жадности, от вожделения и так далее. И практически весь мир, он находится вот в этом положении бхая вихвалам, то есть в страхе, он живет в страхе, особенно сейчас, когда, собственно говоря, не одно, так другое, если уже вируса не боимся, боимся теперь последствий вирусов, уже не боимся последствий вирусов, боимся каких-то
всеобщих заговоров, которые в общем, на основе вот этой пандемии сейчас будут всех чипизировать или вакцинировать или еще что-то. То есть страхи постоянно есть даже в голове у преданных, как ни странно. Вот. Но преданные во время вот этих страхов, они боятся. Мы видим, что и Арджуна испугался, когда Ашватхама, вот мы обсуждали это, выпустил свою брамастру, Арджуна испугался. Испугался, но что он сделал? Он обратился к Кришне. Кришна, Кришна, Махабахо, Кришна, Кришна, Дева, Дева. Бог богов, покоритель врагов. Он также обратился к Кришне. В любых тяжелых ситуациях мы видим, преданные обращаются к Кришне. Когда Друпади оказалась в таком незащищенном положении, она воздела руки кверху и стала звать Кришну: «О, Дваракадиш, защити меня». Когда пандавы, будучи еще в лесу, в изгнании, они оказались фактически вот в таком уязвимом положении, когда пришел Дурваса, да, по совету Дурьодханы, со своими 100 учениками, и все знали нрав Дурвасы, его проклятия, они, в общем-то, очень мощные. И в тот момент уже не осталось еды в горшочке, который говорилось, что был особый горшочек такой, знаете, вот как в сказке про горшочек, который варил, там специальная мантра была, и вот можно было варить много-много каши. Вот главное знать вовремя, как остановиться, знать мантру специальную останавливающую. Да? И вот таким средством останавливающим приготовления прасада была Друпади. Когда вкушала она после всех, после этого уже вот этот горшочек, вот этот кувшинчик, он переставал готовить, приготовления всякие. И вот именно в этот момент пришел Дурваса со своими учениками, а больше ничего не было. Приготовить на 100 человек, ну, я не знаю, возможно, вот Николай Шершавов, он мог бы это сделать, Щеглов, Александр Мурари Гопал, и вот наши повара, там, которые это все делали, они, возможно, смогли бы сделать это все быстро. Как я помню, что мы проводили, это была Гаура Пурнима, по-моему, и вместо ожидаемых там 40 или 50 человек пришло за 100, по-моему, человек, и нужно было срочно доготовить какое-то количество, и один из замечательных преданных, который сейчас переехал в Серпухов, Васудева Дата Прабху, он в какие-то считанные, можно сказать, минуты, он все это быстренько так сказал: так, давайте, принесите такие то, и он быстренько наготовил это все. То есть у преданных может это получаться, но Дурваса и 100 учеников, все равно это было очень круто по тем временам, потому что там даже, какой-то такой больших объемов-то даже не было, да, то есть вот чтобы больших котлов, там пандавы жили пятером, точнее, не пятером, 7, мама Кунти еще была, вот, поэтому готовили они не в больших котлах. И тогда Кришна тоже оказался тут как тут, как бы мимо, проходя случайно, да, и он решил этот вопрос. Он взял, съел одну рисинку, которая осталась где-то там вот на дне, съел одну рисинку, и, будучи сердцем, параматмой, сверхдушой в сердце каждого, поскольку он почувствовал удовлетворение, то все ученики Дурваса Муни и сам Дурваса Муни почувствовали такое вот очень полное удовлетворение. Они подумали: если мы сейчас придем, нас будут кормить, а мы откажемся, мы тем самым совершим оскорблением. И они тихо-тихо ретировались, ушли. Кришна бросился на Бхишму, на деда Бхишму, когда тот покрыл фактически потоком, облаком стрел своих Арджуну. Арджуна не мог даже перевести дух. Он выбил из его рук стрелами его лук, его стрелы, колчан со стрелами. Арджуна он не успевал уворачиваться. Бхишма поранил Арджуну стрелами, и даже, по-моему, несколько стрел попало в Кришну. И Кришна просто не смог стерпеть сдержать свой гнев, потому что был Арджуна, его друг, фактически. Он бросился, оторвав колесо колесницы, не своей, явно какой-то другой, потому что его колесница, на которой правил Кришна с Арджуной, она, в общем-то, дожила до последних дней войны. И вот он бросился на Бхишму, желая просто уничтожить Бхишму, проявив свой божественный гнев, таким образом защищая своего друга Арджуну.
Кришна является на помощь многим. Мы видим, как он защищает своих преданных просто многократно. И, собственно говоря, здесь как раз и говорит Шрила Прабхупада, что защищая всех, но к своим преданным он относится по-особому. Поэтому, когда мы оказываемся в какой-то ситуации, когда нам страшно, или мы не знаем, как быть, мы должны помнить о том, кто дает истинное прибежище, кто может действительно защитить. Иногда мы стараемся обращаться я не знаю, к каким-то власть придержащим, чтобы решить свою проблему, или каким-то могущественным людям, или еще что-то. Но забываем про то, кто является повелителем, господином страха, да, кого боится сам страх. Это Кришна. И все, что, собственно говоря, нам нужно сделать, когда мы находимся вот в таком положении, это воздеть руки кверху, обе руки, и вместе, все вместе крикнуть: «Кришна, Кришна, Махабахо! Кришна, Кришна, Махабахо!» Таким образом, и Кришна, он не преминет тут же ответить на наш вызов, на наш призыв, точнее. Однажды в Двараке Кришна занимался какими-то приятными разговорами с Рукмини, но вдруг он внезапно вскочил, схватил палицу и куда-то побежал. Но потом остановился и вернулся, и продолжил свои действия. И Рукмини спросила: что случилось, дорогой, почему ты вскочил, схватил палицу и куда-то побежал? И Кришна ответил: моего преданного обижали. Моего преданного обижали, и я хотел вступиться за него. Тогда у Рукмини возник второй вопрос, очевидный вопрос: а почему же ты остановился? Почему ты передумал его защищать? И Кришна сказал: а потому что он решил, что он справится сам. И вот тогда, когда мы думаем, что мы справимся сами, Кришна, он откладывает свою палицу, он просто ждет и с любопытством наблюдает за нами. Но если мы в этом состоянии, да, вот как утро, подобно утре, мы бежим к нему и кричим: защити, Кришна, защити, находясь вот как это, да, бхая, вихвалам, в страхе, то Кришна непременно даст нам свою защиту, и мы об этом дальше будем читать, разбирать. Сейчас весь мир находится в этом положении. И кто, знаете как, нет, не весь мир, конечно же, не весь мир, потому что, как это говорится, не ведают страха глупцы и мудрецы. И вот какая-то часть мира, относящаяся к мудрецам, она не ведает страха. В основном это преданные Кришны. Им все равно, заговор, масонская ложа, сионисты, или какие-то сектанты, или могучая кучка, Билл Гейтс или Рокфеллер или еще кто-то. Им без разницы это абсолютно. Они знают, что все зависит от Кришны. Вот. И все эти, так сказать, какие-то досужие домыслы о том, что это мировой заговор, может быть и заговор. Но кто может действовать без контроля Кришны? Кто может действовать по собственной воле? Кто может действовать без санкции параматмы, сфер души? Мы все давно уже чипизированы, уже все. Даже те, кто хочет всех чипизировать, даже если есть такие, да, они уже сами чипизированы. Кришна руководит ими. Они просто могут быть марионеткой в руках Кришны. Прабхупада объясняет, что эпидемии – это следствие варна санкары, когда нужно сбросить это бремя с тела Земли. Войны и эпидемии начинают, приходят в этот мир. Варна санкара. Может быть, останется полмира, то есть половина населения Земли, а может быть 10% Земли. Какая разница? Все это, если это произойдет, это будет санкции Кришны. Поэтому, если вы хотите насмешить Кришну, расскажите о своих планах. Поэтому нет никаких поводов, абсолютно никаких поводов для страха. Было много желающих в истории человечества стать Кришной. Но где они сейчас? Где императоры, вот эти великие императоры, Македонский, Цезарь, Наполеон, Бонапарт, Гитлер, Сталин, Ленин? Где они все теперь?
Скажите, где они, куда они делись вообще? Они хотели стать Кришной. Они хотели контролировать сознание многих всего мира. Где они? Поэтому как можно бояться, если наш господин и повелитель Кришна, он уже всех чипизировал. Уже всех чипизировал. Вот. Он вошел в каждый атом этой вселенной и в сердце каждого живого существа, даже этого безмозглого вируса, если у него есть сердце, конечно. Ну, или во что-то там, в общем, что у него там есть. Вот туда Кришна вошел. Понимаете? Все под контролем, конкретно все под контролем Кришны. И эту правду нужно нести людям, нужно объяснять. Они сейчас в страхе, они сейчас напуганы, они бхая вихвалам. Они напуганы, и им нужно рассказать о Кришне. Им нужно дать, открыть эту истину. Им нужно рассказать, кого боится сам страх. И кого нужно и как призывать, если страшно. Да? Запомнили все эту мантру? Кришна, Кришна, Махабахо. Или можно Кришна, Кришна, Харе, Харе. Одно и то же, нет разницы. Нет разницы. Даже можно так вот. Рама, Рама, Харе, Харе. Это нет разницы. Можно так же. Вот. Так что это будет большое, великое служение. Потому что сейчас многие действительно люди, которые немножко начинают мыслить, так сказать, ну, глупцы еще, как бы, глупцы, ну, что делать. Но если трезвомыслящие, Кришна называет их невинными. Вот невинным людям нужно рассказывать о том, как избежать страха, как преодолеть страх, кто защищает. Кришна защищает всех, но к своим преданным относится как к младшему ребенку, полностью под их защитой. Давайте перейдем к обсуждению. Какие-то преданные вопросы, может быть, по 2 стихам. Я могу, если надо, прочесть эти стихи. Угу. Да, еще Прабху, хотите включить микрофон, вижу. Харе Кришна, Прабху, спасибо вам за лекцию. Как раз вот то, что последнего сказали, хотел спросить, вот, говорить об этом невинном. А вот как правильно, как говорится, вести себя? Вот знаете, вот, сознание Кришны, да, с кем-то я тоже был знаком, да, то есть это были не преданные, естественно. И они до сих пор не стали. С кем-то остались вот какие-то отношения, какое-то общение. И человек, он не принимает, он звонит, спрашивает какие-то вещи, ну вот делится, вот у меня проблемы, то есть то-то, то-то. Вот. Ты говоришь, вот есть святые, ну, священные писания, есть святые люди, которых можно слушать, там есть решение проблем. Он говорит, мне это не подходит, то есть мне это как бы, то есть, ну, он попробовал что-то, послушал там, я ему высылал по WhatsApp, вот. И он это говорит, ну, мне это как бы это, ну, в общем, не подходит, скажем так, вот. И я говорю, а я вот так вот, ну, я пытался объяснить, что я живу вот так, он говорит, ну ладно. И опять, то есть он мне звонит, говорит, я вот такой проблемы. У него какая-то критика уже начинается, потому что он мне спрашивает, то есть он делится проблемой. Я вот пытаюсь как-то его так резко не обрубать, что вот я не хочу жить проблемами, то есть как бы людей. То есть я хочу, у меня есть мои проблемы, мне дали знания вот таким способом идти к тому, чтобы разрешать их. Вот я говорю, я вот даю тебе вот, так сказать, тот же самый метод. Он не принимает, но при этом он пытается опять дальше, да, мне вот навязать. То есть я, с одной стороны, не знаю, то есть есть, ну, то есть как-то грубо его нужно, как-то резко как-то оборвать в общении, или, то есть как это вот правильно сделать, чтобы, с одной стороны, может быть, у него нить какая-то осталась, или, может быть, она ему не нужна, как понять, если вот у него уже критика какая-то начинается. Да, для того, чтобы... Сейчас, если можно, отключите микрофон, он немножко фонит у вас. Ага.
Здесь я могу говорить об общем правиле, да, об общем принципе, потому что, чтобы дать как конкретное, ну, какое-то личное наставление, нужно, ну, или там, как бы действовал я в этой ситуации, нужно понимать степень отношений ваших, каковы ваши отношения. Общий принцип такой, что отношения важны, это очень важно, да, если вы хотите сделать его преданным, то отношения очень важны. Если вы понимаете, что он еще находится в разряде душкритина, да, то есть человек, который не примет еще, у него нет достаточно пуньи, достаточно благочестия, сукрити, для того, чтобы принять Кришну в любом, ну как-то так, да, вот осознать это, тогда нужно, попытаясь сохранять отношения, дать ему так или иначе, неосознанно, да, не агьята, потому что гьята он не примет. Агьята, дать ему чистую пищу, чистый звук, чистую любовь. То есть либо занять его как-то в служении, агьята, чтобы он не понимал, что это служение, да, это раз, кормить его просадом, ну, по мере возможности хотя бы, да. И чистый звук, ну, там, если вы будете с ним здороваться, Хари Кришна, например. У меня многие мои одноклассники, они даже неверующие люди, но они часто со мной здороваются, Хари Кришна. Хари Кришна, ну так, как бы в шутку, знаете. И я им отвечаю Хари Кришна тоже. Вот, как Девамрита Махарадж, он с мамой своей тоже разговаривал. Она спрашивает его: ты еще в своем Хари Кришна? Говорит, что, мам? Не слышу. Ты еще в своем Хари Кришна? Ты сказала Хари Кришна? Повтори, я не понял. Да, я говорю, в Хари Кришна ты в своем Хари Кришна? Он говорит, да, мам, я в своем Хари Кришна. А как ты интересно говоришь Хари Кришна? Ну-ка скажи еще раз. Хари... И вот чистый звук, знаете, так гьята сукрити. То есть, поэтому, если он с вами будет здороваться, Хари Кришна, друг, там, это уже, знаете, большое дело. Чем чаще вы с ним будете разговаривать, тем лучше. Вот. Чистая пища, просад по возможности, чистый звук и чистая любовь. То есть он должен принять в этом во всем участие, агьята, неосознанно. И он будет очищаться, и запас пуни со временем он перевесит. И он в какой-то момент скажет: слушай, а что ты там, ну расскажи мне, вот все, ты что-то говорил, интересно, расскажи мне. Вот. Отношения нужно сохранять, и если у вас очень близкие отношения, да, вы можете показать просто ему, ну, очень грубо можете сказать ему, не то чтобы не звони мне больше, а сказать: слушай, ты чего звонишь мне? Ну, это, при этом важно, чтобы сохранились отношения, чтобы они потом не разрушились. Ты можешь сказать, что ты делаешь вообще? Ты ведешь себя как последний, там, я не знаю, как последняя свинья. Ты обращаешься ко мне, а сам начинаешь лить какую-то ерунду. Тебе нужно высказать мне или что? Если ты идешь за советом, так прими этот совет. Какой смысл? Я сейчас утрирую, конечно, но это если у вас отношения, то есть иногда волшебный пинок, он дает вот как раз вот этот толчок. Да? Если это будет сделано с любовью, если это будет сделано и он почувствует, что вы делаете это ради него, так жестко себя ведете, то он примет это, у него будет какое-то переключение. Кришна поможет. Вот. Обращайтесь к Кришне, у нас нет таких сил, чтобы взять и человека из душкритинах перевести в сукритинах. Только через Кришну мы можем это сделать. Вот. Поддержите отношения, если вы друзья, поддержите во всем, помогайте ему, будьте для него примером. Вот. Ни на чем не настаивайте, но и не давайте возможность использовать себя как какой-то сливной бачок. Вот, собственно говоря, и все. Но это все должно быть с любовью. Но вот эти три вещи, они универсальные. Чистая пища, чистый звук и чистая любовь. То есть займите его в преданном служении, либо просаду, либо преданным, либо пусть неосознанно или пародируя вас, там, дразня вас, повторяет Хари Кришна. Вот и все. И еще давайте преданные, какие-то дополнения, может быть. Гурдас Прабху, что-то добавьте, пожалуйста. Всегда у вас очень хорошо получается так дополнить тему. Хари Кришна, дорогие преданные, поклоны. Ну, дополнить. Буквально вот вчера просто слушал лекцию старшего преданного одного. Вот, и он там рассказал интересный момент, который я раньше, ну, как бы не понимал. Ну, не то, что даже не понимал, а не думал даже в эту сторону. Вот. И я сейчас об этом вспомнил, поскольку вот Югадана Прабху сейчас рассказал историю про то, как Кришна на поле битвы Курукшетра взял в руки оружие, да,
хотя как бы сам обещал, что не будет сражаться. Вот. И такой нюанс интересный. Вот помните, наверное, когда Арджуна, он поклялся, что он до захода солнца убьет, Мгм. напомните эту историю, я вот, честно сказать, Да, когда вот как раз убийца Абхиманью, да, да, кто и это был? это был, я не вспомню сейчас имя, но это был один из таких, ну, нормальных, хороших Маха. воинов, да, Махарадх, из стана Дурьодханы. То есть Да, то есть даже не он сам убивал, но он, вот, что называется, увел, как сказать, увел колесницу Арджуны, по-моему, да, и благодаря этому там свершилось вот это, он не смог защитить сына. И поэтому Арджуна, он как бы вот именно его хотел наказать, не кого-то другого, а именно его. Решил Кишата был. Как его зовут? Вспомнили? Джайадратха, по-моему, но я не утверждаю. Да, по-моему, так. То есть там история такая была, что этот Джайадратха, он получил благословение, что ну, он один раз за всю битву сможет победить, по-моему, всех, кроме Арджуны. По-моему, так, если не ошибаюсь. И там была спланированная акция, что Арджуну увели, значит, ну, подальше, как бы, да, а Джайадратха, он смог победить, в общем, ладно, не буду спекулировать. Вот, и смысл был такой, что для того, чтобы Арджуна выполнил свое обещание, он поклялся как бы отомстить за смерть Абхимани, да, вот, и сказал, что до захода солнца он накажет Джайадратху, вот, и поскольку это обещание, оно было такое очень суровое, ну, было очень сложно выполнить его. Кришне даже пришлось вмешаться, как бы, да, и, ну, мы же понимаем, кто такой Кришна, да, Верховная Личность Бога, и он полностью управляет этой материальной природой. Получилось так, что Солнце, оно как будто бы зашло, и все вот эти вот враги пандавов, да, они подумали, что Арджуна не смог выполнить свое обещание. А он обещал при этом, что если я не убью этого Джайадратху до захода солнца, тогда мне придется совершить самоубийство. Вот. И они очень обрадовались, враги Арджуны. Они очень обрадовались, что ну вот все, как бы мы теперь его победили, просто поймав вот на этом как бы обещании. Вот. И мы теперь нам не надо даже с ним теперь справляться, как-то убивать его. Он теперь сам просто должен, ну, по законам кшатриев, да, выполнить свое обещание и наложить на себя руки. Вот. Но мы знаем конец этой истории, что оказалось, что на самом деле солнце, оно только была видимость такая, что солнце зашло и уже стемнело. На самом деле там то ли оно обратно вернулось, то ли там туча его закрыла. И, в общем, это Кришна так сделал, он проявил вот эту лилу. И получилось так, что когда все подумали, что солнце зашло, и они приблизились уже к Арджуне, как-то ухмыляясь и потрунивая его, ну давай, ты обещал, давай делай, что говорил. Получилось так, что в этот момент туча рассеялась, оказалось, что есть еще какое-то время, буквально там, может быть, несколько минут до захода солнца. И тогда Кришна сказал Арджуне: ну что ты ждешь, сын панду? Снеси голову этому недостойному Джайадратхе. Вот. То есть таким образом мы видим качество Кришны, которое говорит о том, что он всячески помогает своим преданным, ну, как бы, сдержать слово. То есть он прославляет своих преданных таким образом, что преданные, они, ну, всегда как бы держат свое слово. И Кришна в этом он всегда помогает. И история, которую я вот хотел сейчас дополнить, это как раз история того, как почему Кришна взял в руки оружие. Тут два момента. Во-первых, тот, который сказал Йогидарма Прабху о том, что он действительно Бхакта-ватсала, и он хочет, он готов защитить своих преданных любой ценой, несмотря даже на то, что ему придется нарушить свое слово. Но и также еще в этой истории есть один нюанс очень интересный, что Бишма на самом деле это тоже очень великая личность.
И почему также Кришна взял в руки оружие на поле битвы Курукшетра? Потому что он также хотел защитить честь самого Бишмадева, защитить его честь, его слово. Потому что сам Бишма сказал Дурьодхану перед этим боем, что если я завтра не заставлю Кришну взять в руки оружие, то я как бы тоже что-то пообещал. Вот. И поэтому Кришна, он тем самым, во-первых, защитил и Арджуна, но и во-вторых, он защитил честь самого Бишмадева. Потому что Бишма это был тоже очень чистый человек. Конечно, мы знаем, что его разум помутился в результате долгого общения с Кауравами, да, вот, но все равно это была очень великая личность, которая реально понимала положение Кришны, то есть он не был в иллюзии по поводу того, кто такой Кришна. Вот. И поэтому Кришна этим самым также защитил его честь, его слово, не дал ему упасть в грязь лицом, так сказать. Он действительно выполнил, то есть Бишма пообещал, что заставит Кришну взять в руки оружие, и Кришна выполнил его обещание. Такой вот интересный нюанс. Там есть еще более эзотерический смысл, который ачарьи объясняют тоже. Это что Кришна, он дал обет, что он не будет сражаться, но он был кшатрием, и у него было настроение вот посражаться. И Бхишма, он как бы удовлетворил вот это желание Кришны посражаться, значит, вот вынудив его, значит, сразиться с ним. И при этом ачарьи говорят, что на самом деле, несмотря на то, что Кришна сказал, что он не будет брать в руки оружие, он якобы взял, колесо схватил. Но в руках Кришны любой предмет, он является оружием, и говорят, что на самом деле это колесо было не что иное, как Сударшана чакра. Вот, поэтому, собственно говоря, это есть еще глубокий смысл такой, да. Да, если Господь Нитянанда, да, он убил Рамахаршану с травинкой. Баларама. Баларама, да. Да. То если уж даже травинка в руках Господа может быть оружием, что уж там говорить как бы о чем-то другом. Любой предмет в руках Господа может стать оружием. Тут просто его желание уже важно, а не то, что там он в руки взял. Да, вообще эта история, она вообще требует такого отдельного разбирательства, там столько всего интересного, как Арджуна потом повел себя, да, как он бросился защищать Бхишму, останавливать Кришну и говорит: Кришна, ты же обещал не брать оружие. Так он говорит: это и не оружие, это, в общем-то, колесо, да, было. Он все равно он хотел остановить, он переживал за Бхишму. Вот поразительные отношения, да, вот эти вот, вроде бы враги на разных, так сказать, в разных лагерях. И потом Арджуне придется выпускать стрелы в Бхишму, но здесь он хватает за ноги, за стопы фактически Кришну и говорит: ты обещал не брать оружие, пожалуйста, не остановись, это, так сказать, Махаджан, дед наш и так далее. Очень интересные действительно дополнения. Кришна, вообще очень интересно, вообще вся эта история. На самом деле это не самое массовое сражение, которое происходило в те времена. Вот Кришна 125 лет прожил на земле, да, пробыл. И за это время проходили сражения гораздо крупнее, в которых участвовало гораздо больше воинов. Один из царей, он 18 раз штурмовал город Кришны, и при этом каждый раз он собирал гораздо больше людей, которые штурмовали город Кришны, да, не то, что там 18 шутькинь, а их было гораздо больше. Вот. Но Кришна, он один 18 раз убивал их всех, причем, по-моему, даже одной стрелой просто сносил всю эту армию. И для него никакой сложности не было, просто очень быстро решить эти вопросы на поле битвы Курукшетра. Поэтому, если бы он действительно взял в руки оружие, если бы он действительно хотел сражаться, я думаю, там было бы без вариантов. Да, согласен. Так, преданный, кто еще может что-то добавить, или дополнение, вопросы? Есть так в чате что-то, да? Вот, меня просят сказать, дорогие преданные, сегодня у одного замечательного человека день рождения, не просто день рождения, юбилей. Может быть, не все его знают, это Григорий, это супруг Натальи Маматовой. Вот Наталья Маматова, она здесь присутствует.
Если Григорий, где он на работе, да? Или он здесь? Здесь? Мы можем его пригласить его? На работе. На работе. Но передайте ему наши поздравления. Те, кто не знают его, это вот человек, который, если кто был в храме Кришны в Раменском и видел вот эту замечательную дверь у нас, золотистую, вот, это Григорий вставил ее, эту дверь. Также он начал фактически проект, строительный проект вот это в нашей глобальной трансформации, вот это кафе Рама-Рама. Там тоже первое действие, которое нужно было сделать, это перенести дверной проем. И вот Григорий положил этому начало. Сегодня ему 30 лет, давайте все его благословим на то, чтобы он всегда был под защитой Кришны, стал его чистым преданным и, в общем-то, вернулся назад домой к Богу вместе, в обществе преданных. Давайте, включайте микрофон, эта запись идет. Харибол! Вот, я думаю, что Наталья покажет эту запись Григорию, и, так сказать, он вдохновится еще больше. Итак, преданные, если нет никаких дополнений, вопросов, замечаний, предложений, то мы тогда можем на этом остановиться. Вот. Да? Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаур Премананде, Хари Харибол. Все, до новых встреч.